Всем привет, меня зовут Юлия Гендина, вы находитесь на моем канале, который посвящен интерьерному вязанию. Сегодня мы продолжим с вами урок по центровой мозаике. Не обычной центровой мозаике, а несимметричной, когда сектора ее вяжутся по-разному. Это нам позволит натренировать сам навык вязания из центра, ну и плюс такие мотивы могут вам послужить и элементами для подушки, и для пледа, и для чего угодно, или стать самостоятельным пледом или ковром, если вам понравится вязать из центра. Итак, сегодня мы обратимся к проекту, который называется «Бесконечная мозаичная плитка». Если вы подписаны на меня в Telegram или в Instagram или еще где-то, то вы, наверное, знаете про этот проект и, может быть, даже состоите в его чате. Если нет, то ссылку вы найдете в описании к этому видео. В чем плюсы такой мозаики и такого дизайна? В том, что он действительно бесконечный и очень простой. Весь секрет в том, что я разрисовала схему таким образом, чтобы в каждом ряду узора помещался квадрат определенного размера. И тогда получается, что эти квадраты универсальны и взаимозаменяемы. То есть вы можете составить свой собственный дизайн по своему вкусу, заменив квадраты из одного ряда в другом. Например, вы смотрите на исходную схему моего дизайна, и вам кажется, например, что там, в каком-то третьей полоске вы хотели бы заменить вот эти квадратики на какие-то другие. Вы просто берете их и заменяете из другого ряда. И схема от этого не испортится, и рисунок сохранится. Особенно важно, что рисунок сохраняется и в углах. Бесконечная мозаичная плитка – это дизайн, который позволяет вам рисовать буквально единое полотно без диагональных линий, при этом вывязывая его из центра. Итак, я надеюсь, что я вас увлекла этим дизайном. Так почему же я выбрала его в качестве тренировки? Дело в том, что это как раз несимметричная центровая мозаика. Давайте посмотрим на схему элемента, который мы сегодня будем вязать. Здесь как раз мы увидим вот эти вот квадратные элементы по периметру, по внешней стороне этого квадрата. Если вы обратите внимание, они развернуты, кажется, в одну сторону, когда мы смотрим на квадрат целиком. Но на самом деле, когда мы начнем его вязать, мы увидим, что сектора из-за развернутости этих элементов будут вязаться по-разному. То есть, чтобы получить эти элементы развернутыми именно в ту сторону, в какую мы видим на рисунке, нам нужно будет как бы поворачивать схему. Но на самом деле вязать первый сектор и второй. Первый сектор у нас идентичен нижнему, а второй сектор левый идентичен правому. Итак, давайте приступим к вязанию. Начинаем вязать с нулевого ряда. Как вы помните из предыдущего урока, нулем обозначено волшебное кольцо. Начальное волшебное кольцо, которое мы делаем, и переходим к первому ряду. В первом ряду у нас нет никаких крестиков, мы просто набираем в волшебное кольцо 8 столбиков без накида. Точно так же, как делаем всегда, когда хотим с центровой мозаикой связать непрерывный рисунок без ломаных линий диагональных. 8 столбиков набрали, затягиваем кольцо, слышим приятный акриловый скрип и соединяем ряд. Вводим крючок с изнаночной стороны и утягиваем петлю на изнанку. Первый ряд готов. Дальше со второго ряда переходим на нить контрастного цвета, протягиваем ее через петлю, подтягиваем и дальше начинаем уже вязать второй ряд. Во втором ряду мы уже видим крестик. Это значит, что нам нужно будет опустить уже столбик с накидом. Куда нам его опускать в данном случае? В общем-то некуда, потому что у нас здесь нет никакой центровой перемычки. Поэтому во втором ряду мы обойдемся без этих столбиков с накидом. Либо, если вам захочется и понравится, можно будет, в принципе, их провязать прямо в центр этого кольца. Но мне так не очень нравится, поэтому я обойдусь без этих вот столбиков с накидом. Итак, начинаем. Воздушная петля. В первый столбик вяжем 1 столбик без накида, второй столбик без накида. Дальше следующую петлю столбик без накида за дальнюю стенку, дошли до следующего угла. Снова столбик без накида, 1, 2, 3, сформировали второй угол, следующую петлю столбик без накида,
затем третий угол, опять провязываем 3 столбика без накида в одну петлю, в следующую петлю 1 столбик без накида, четвертый угол и последняя петля. В первый столбик мы провязали 2 столбика без накида, значит провязываем туда еще и третий. В первом уроке вам показывала, зачем я накидываю эту нить. И в среднюю петлю соединяю ряд. Связали второй ряд. Переходим к третьему. В третьем ряду у нас снова есть крестики, и мы их уже провяжем. Итак, переходим на нить контрастного цвета. 1 воздушная. В центральную петлю провязываем 1 столбик. Это у нас будет центральный угловой. Дальше по схеме смотрим в этом ряду. У нас после этого центрального столбика 1 столбик без накида. Мы его провязываем в тот же угол. И дальше мы уже должны опустить столбик с накидом. И здесь у нас есть куда его опускать, вот в эту центральную перемычку. Захватываем этот столбик центральный, вот эту перемычку, и провязываем в нее столбик без накида. Дальше по схеме 1 столбик без накида и снова столбик с накидом. Здесь оговорилась, это, конечно же, столбик с накидом. Провязываем в центральную перемычку вот таким образом. Дальше центральная петля нашего угла, в нее вяжем 3 столбика. Переходим на другой сектор. Пока у нас сектора идентичны, поэтому вяжем так же, как и вязали в первом секторе. Столбик с накидом, 1 без, 1 с накидом в эту вот центральную перемычку. Дальше в угол 3 столбика без накида. И повторяем так на стороне каждого сектора. Довязали до конца ряда. Завершающий столбик без накида в первый угол и соединяем ряд. Соединяем ряд, вводим крючок в центральную петлю. Связали третий ряд. Переходим к четвертому. В четвертом ряду начинаем, как обычно, воздушная. В первый столбик он всегда чуть затянутый. Может пригодиться более тонкий крючок для прокалывания. Провязали первый центральный столбик. Дальше по схеме у нас следующий столбик мы вяжем туда же, а дальше уже должны опустить столбик с накидом. То же самое в центральную петлю угловую провязываем столбик с накидом. После него по схеме 1 столбик без накида. Дальше снова столбик с накидом. 1 без. И снова столбик с накидом в угловую петлю. Дальше в угол вяжем 3 столбика без накида. И повторяем на всех секторах то же самое. Встретимся в конце. Закончили четвертый ряд, переходим к пятому. Не забывайте сравнивать то, что у вас получается в полотне, с тем, что вы видите на схеме. Похож ли рисунок? Мозаичное вязание крючком позволяет нам видеть его идентично. Если вдруг вы видите какие-то несоответствия, нужно проверять, нет ли ошибок. Итак, переходим к пятому ряду. В пятом ряду у нас 2 крестика, которые расположены четко над предыдущими. То есть вот здесь будет линия, здесь, 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 здесь и здесь. По-прежнему у нас сектора идентичны, поэтому повторяем все время способ вязания первого сектора. Одну воздушную петлю я связала, в ту же угловую петлю вяжу первый столбик.
и еще один. Дальше столбики без накида, 2 штуки. Дальше столбик с накидом, 1 без накида, 1 с накидом. Раз, два. Дошла до центральной петли и в центре провязываю 3 столбика в одну петлю. И дальше повторяю таким же образом вязать каждый сектор. 5-й ряд готов. В 6-м ряду мы видим просто столбики без накида по периметру. Этим можно воспользоваться, если вы хотите придать вашему мотиву какое-то интересное цветовое решение. Я, например, пущу здесь вообще другой цвет, не молочный и не синий, просто для развлечения. Вот таким у меня получился 6-й ряд. Этот коричневый оттенок как раз будет отделять элементы сине-молочные. Итак, переходим к 7-му ряду. В 7-м ряду у нас тоже никаких крестиков нет, это просто полоска столбиков без накида, поэтому мы провяжем ее вот как раз белым цветом. 8-й и 9-й ряды вяжутся идентично, крестиков на схеме нет, поэтому вяжем столбики без накида по всему периметру. И дальше из 10-го ряда у нас начинаются уже столбики с накидом. Встретимся в 10-м ряду. Итак, 9 рядов готовы, переходим к 10-му ряду. И в 10-м ряду, начиная с 2-й петли, то есть мы одну провяжем центровую, еще один в тот же угол столбик без накида, и дальше начнем опускать через один столбики с накидом, первый из которых опустится в центровую петлю синего предыдущего ряда. Ничего сложного, пока что у нас полная симметрия в секторах, поэтому я уже связала одну воздушную. Вяжем первый столбик в угол, второй столбик в угол, и следующий у нас уже будет столбик с накидом, опускаем его в центральную петлю. Столбик без накида и снова столбик с накидом. Один столбик без и один с накидом. Получаем таким образом вафельный ряд из таких вот клеток. Вяжем каждый сектор идентично, жду вас в конце ряда. Готов 10-й ряд. 11, 12, 13 без крестиков, то есть мы вяжем просто столбики без накида. И встретимся на 14 ряду. 13 рядов готовы, переходим к 14 ряду. В 14 ряду мы видим, что после угловых петель у нас идет столбик с накидом, вот сюда в угол. Дальше 7 столбиков без накида и снова столбик с накидом. Снова 7 без, снова столбик, 7 без и решающий столбик в угол. В этом ряду у нас еще сектора симметричны, поэтому повторяем первый сектор. Итак, воздушная петля, в угол вяжем сначала один столбик, потом второй столбик, дальше опускаем столбик с накидом в центральную петлю, затем 7 столбиков без накида. Это уже у нас начинается вывязывание квадратных элементов. 7 столбиков без накида, проконтролируем себя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В следующий опускаем столбик с накидом. Снова 7 без накида. И столбик с накидом. Вот сюда. И последняя семерка столбиков без накида. Провязали угловой столбик с накидом. В центр 3 столбика без накида. И то же самое вяжем по всем остальным сторонам. Переходим к 15 ряду, и в 15 ряду уже начинается несимметричная схема, то есть у нас сектора будут вязаться не одинаково.
Первый сектор, напомню, идентичен нижнему, второй сектор идентичен четвертому, правому. Итак, что мы делаем, что мы видим по схеме? 15 ряд. Сначала мы провяжем столбик сюда с накидом, да, вот угловой. Затем у нас столбик без накида, затем 2 столбика здесь будут с накидом и вот здесь еще. То есть каждый вот этот вот квадратный элемент в первом секторе мы будем вязать здесь 2 столбика и здесь 1, здесь 2 столбика и здесь 1. А теперь посмотрите, что у нас происходит в 15 ряду во втором секторе. Сначала то же самое, центральный угловой столбик, а вот дальше немножко по-другому. Мы сначала будем в каждом квадратном элементе вязать 1 столбик здесь, обрамляющий, а 2 других здесь. 1 здесь, 2 других здесь. Как раз, чтобы фигуры у нас располагались по-другому. Итак, давайте попробуем на практике. Провязываем в угол 1 столбик, второй столбик, дальше столбик с накидом сюда в центр. Теперь 1 столбик без накида, дальше 1 столбик с накидом, 1 без и еще 1 с накидом. 3 столбика без накида и завершающий столбик с накидом в последнюю петлю. Вот таким образом у нас будет выглядеть квадратный вот этот вот встроенный элемент в первом секторе. Дальше 1 столбик без накида и повторяем. 1 столбик с накидом, 1 без, 2, 3 столбика без накида и завершающий с накидом. 1 без. И в последнем третьем квадратном элементе в этом секторе вяжем также. Один столбик без накида и угловой. У нас здесь будет опять угловой столбик. Пытаемся нащупать. Провязали. 3 столбика без накида в угол. Переходим на следующий сектор. В следующем секторе у нас опять 1 здесь угловой. Дальше 1 столбик без накида. И теперь по-другому уже. 1 столбик с накидом, 3 столбика без накида. А потом уже наша пара. Столбик с накидом, столбик без и снова столбик с накидом. Видите разницу, да? Здесь мы сначала вязали 2 столбика через 3, снова 1, а здесь наоборот 1 через 3 и 2. Повторяем также. 1 столбик с накидом, 3 столбика без накида. И теперь уже наша пара. 1 и 2. Столбик без накида и последний квадратный элемент. Столбик без накида и завершаем этот сектор угловым столбиком. Дальше 3 столбика без накида в угол. Первый столбик с накидом в центр. И далее я вам говорила, что у нас первый сектор, сейчас он у меня внизу идентичен расположенному напротив. Соответственно, мы повторяем сейчас первый сектор. То есть как мы вязали в первом секторе. После углового столбика мы провязали столбик без накида и дальше пошли. Вот наша пара столбиков 3, 1. Пара, 3 петли, 1. И также мы здесь будем вязать. Сейчас свяжем сюда столбик без накида и потом опять столбик с накидом, столбик без накида, столбик с накидом, 3 столбика без накида, 1. То есть так же, как мы вязали здесь. Четвертый сектор мы вяжем идентично второму. Во втором мы только что вязали наоборот. Столбик, 3 петли,
потом пара столбиков. Так и здесь надо будет вязать столбик, 3 петли, пара столбиков. Встретимся в конце ряда. Итак, 15 ряд готов, переходим к 16. В 16 ряду нам нужно будет в первом секторе сначала провязать угловой столбик с накидом, потом продолжить эту линию, то есть мы начинаем вырисовывать наши квадратные элементы. Дальше нам нужно будет провязать внутри вот здесь вот столбики с накидом, это в первом секторе, а во втором секторе эти столбики с накидом будут вот здесь. Помимо вертикальных линий, обрамляющих сами квадраты, вот эти вот еще будут пары столбиков располагаться здесь. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть на практике. Итак, вяжем в угол 2 столбика. Так, первый у нас по схеме столбик с накидом сразу в центр. Затем 1 столбик без накида, 1 столбик с накидом, 3 столбика без накида. И здесь пошла наша пара. Раз столбик с накидом, столбик без и второй. 1 столбик без накида, дальше столбик с накидом, обрамляющий квадрат с левой стороны. И повторяем. 3 столбика без накида, дальше столбик с накидом, столбик без, столбик с накидом, столбик без и обрамляем квадрат с левой стороны. Вяжем также и в третьем нашем квадратном элементе. Обрамляем с левой стороны. Обрамили слева, и обратите внимание, что в конце ряда мы центральный вот этот столбик не провязываем. У нас после вот этого столбика 1, 2 петли, третья будет уже в угол. Дальше вяжем сюда же еще одну центровую и еще одну, чтобы получилось 3, и переходим в 16 ряду на второй сектор. У нас после центровой петли по схеме 1, 2, 3 столбика. Один вот связали, второй и третий. Дальше у нас столбик с накидом, столбик без. Дальше пара наша пошла, столбик с накидом без, столбик с накидом. Вяжем наши квадратные элементы, обрамляем слева. Дошли до конца 16 ряда во втором секторе, провязали вот это обрамление слева, дальше 1 столбик без накида и завершаем 1 столбиком центральным. В центральный угол 3 столбика без накида. Теперь вяжем идентично первому сектору. В первом секторе мы после нашего центрального столбика провязали сразу столбик с накидом в центр. И дальше наша пара столбиков здесь будет располагаться с левой стороны. Делаем точно так же. Начинаем с центрального столбика. Вяжем обрамление справа нашего квадратного элемента. И дальше провязываем третий сектор идентично первому. Четвертый сектор мы будем провязывать идентично второму. Встретимся с вами в конце ряда. Обратите внимание на уже видную разницу в провязывании угловых элементов. Здесь у нас образовался такой вот белый квадрат,
здесь его нет. Так же, как и здесь его не будет, потому что этот угол будет идентичен вот этому. И этот угол будет идентичен вот этому. Встретимся в конце ряда. Мы с вами провязали 16 рядов, а дальше вы провяжете сами. Да, это и будет ваше домашнее задание. Не волнуйтесь, ничего сложного нет, просто действуйте, двигайтесь дальше по схеме, так же, как мы сейчас с вами вязали. Вот вы после этого продолжите вязать 17 ряд. Что мы делаем в 17 ряду? Смотрим на схему. И что мы там видим? После центрального столбика у нас 1, 2, 3 столбика без накида. И 4 столбик у нас ляжет ровно вот сюда. То есть в центр мы не провязываем, потому что нам нужен целиковый вот этот вот квадратный элемент на полотне. Соответственно, первый столбик с накидом вы провяжете сюда, следующий сюда, чтобы продолжить фигуру, дальше сюда и так далее в этом секторе, в каждом квадратном элементе вы начнете вывязывать вот этот рисунок. Внимательны будьте на углах. Что мы видим на углу в 17 ряду первого сектора? У нас будет последний столбик с накидом располагаться вот здесь. Дальше вы провяжете столбики без накида до угла и смотрим на второй сектор в 17 ряду. После центральной петли у нас 1, 2, 3 петли без накида и 4 уже будет столбик с накидом здесь. Почему? Потому что нам нужен целиковый вот этот вот белый элемент оставить в полотне, чтобы у нас фигура была правильно расположена. Дальше, что мы делаем здесь? Здесь столбик с накидом. Дальше, следующий столбик с накидом у вас пойдет вот здесь, таким образом, чтобы фигура была повернута вот в эту сторону. Вывязываете точно так же. И дальше, третий сектор идентично первому, и 4 идентично второму. И получится очень интересно и правильно. Буду обязательно ждать ваших домашних заданий. Выкладывайте их, пожалуйста, в чат по нескучному пледу. Ссылку вы найдете внизу в описании к этому видео. И обязательно вступайте в чат по бесконечной мозаичной плитке, чтобы получить продолжение схемы. Буду очень ждать. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как идет процесс. Мне всегда очень интересно. Ну и, как всегда, приятного вязания и будьте здоровы. Пока-пока.